Здравствуйте. Когда в языке не хватает слов, их необходимо выдумывать. Я так считаю и занимаюсь этим при случае. Сейчас хочу представить вам одну из моих любимых. Кубик Рубика. Такая всем известная штуковина. Придуман венгерским архитектором Эрно Рубиком в 1974 году. И тут история только начинается. Пираминкс от немца Уви Меферта. Мегаминкс от Сливки и Банделоу. Скьюб от Тони Дарема. Сквайр от Хершела и Копского. Пираморфикс Фишера. Шестеренчатый куб Оскара Ван Дивентера. Ну и, конечно же, наш любимец Радот Шера. И множество других, более или менее оригинальных и интересных. Но каково же им общее имя? Как их только не называют. Головоломками в стиле кубика Рубика, механическими головоломками, вертящимися, крутящимися. Это все описание, а слова-то нужного, обобщающего нет. Так вот, что я предлагаю. Наш будапештский профессор назвал свою головоломку «Волшебный куб». На тамошнем языке это звучит как «бювошкотска». Когда головоломка отправилась покорять Запад, ушлые американские маркетологи предложили название Rubik's Cube, Рубиков куб. Под этим именем она и вошла в большинство языков. Кстати, оцените красоту русского рифмованного названия. Не куб, а кубик Рубика. Или, как часто слышится, да и говорится, кубик Рубик. Нечто вроде восточного базара. Помидоры-мамидоры, шашлык-машлык. Сам я в детстве считал, что слово «рубик» происходит от глагола «рубить». Я ведь тогда не знал слова сечения, а он и в самом деле мелко нарублен. Так вот, мы берем волшебное венгерское название «бювош» и окончание от котски куба «цка», склеиваем их, и ахалай-махалай получается бювочка. Через «ч», по-моему, лучше звучит. Тем более, что в венгерском слово «бювоцка» уже, кажется, имеет значение «фокусник». А по-шведски будет означать «брюхом кверху». Бывало у вас так? Вот соберете почти всю головоломку и на длинной формуле ошибетесь. Чувствуете себя по-бювотски. Посему бювочка. Только через «ч». Бювочка. Кто я такой, чтобы что-то предлагать? Я не думаю, что это действительно важный вопрос в свете того, стоит ли пользоваться удобным словом. Но так как этот ролик будет какое-то время представлять мой канал, позвольте представиться. Меня зовут Мастуненко Денис Владимирович, для тех, кто не забывает о вежливости. Кому как удобнее. Я обожаю бювочки, уж позвольте мне их так называть. Настолько, что создал сам парочку. Но об этом попозже, на этом канале. Тут же я намерен рассказывать о других своих интересах. Ну, кроме придумывания слов и бювочек. Пообщаемся за геометрию, астрономию, лингвистику, может быть экономику. Мне нравится поэзия. Я без ложной скромности очень хорошо читаю стихи. Не случайно мой средний сын стал чемпионом России по стихочтению за позапрошлый учебный год. Об истории и политике на ютубе, наверное, общаться не стоит. Приберегу эти темы для телеграм-канала. Да, кстати, я очень хочу, чтобы слово «бивочка» стало интернациональным. Настолько хочу, что подобрал для него китайские иероглифы. Помощником выступил Google переводчик и вот этот словарик. Спасибо добрым людям за их труды. Это довольно интересное занятие. Представляю вам результат моих усилий. Эти 4 иероглифа совместно звучат приблизительно как предлагаемое слово. А значение у каждого из них следующее. Ремонт, хватка, странный, оболочка. Автоматический перевод выдает фразу «заполнение странной оболочки». Мне же больше нравится переводить формулой «подчиняемая дивная скорлупка». Но в любом случае обе эти комбинации, на мой взгляд, прекрасно описывают процесс решения всех головоломок. Ну вот, собственно, и все. Любителей словесности, знатоков китайского и фанатов бивочек, прошу высказываться в комментариях. Будьте счастливы. А знаете, почему еще наше новое слово требует именно буквы «ч»? Я это узнал уже после записи основного видео. Откуда взялось в венгерском языке слово «куб» – «коцка»? История выглядит следующим образом. Пойдем с конца. Термин «куб» произошел от игрального кубика,
Добу коцка или просто коцка. А вот название игральных костей венгерский получил от славянских соседей. Словацкая коцка, у югославов костки, польская и чешская костка до гры, и только у болгар тюркские зары, зарове. Но мы же понимаем, откуда взялись все эти коцки-костки. Косточки. Причем именно в уменьшительно-ласкательной форме. А как же сейчас в славянских языках выглядит слово «косточка»? Косточка у белорусов и нас. Мы тоже так произносим. Кисточка у малоросов, русин и почитателей Мазепы. Кошчица в разном написании у югославов, коколче у болгар, костечка у чехов и словаков. Как видите, везде есть буква «Ч». И только ляхи, как всегда, наше общее славянское дело подводят. У них кощ уменьшается до костки. Ну да мы уже привыкли. А ведь могли бы и кощичечку использовать, раз уж им так нравится шипеть. Ну вот и все. Ответьте, пожалуйста, в комментариях, на что больше всего похожи отдельные детали бивочек. А то я никак не соображу. Ну вот и поговорили за этимологию.